Привет, привет, привет и здравствуйте, мои любимые друзья. Это карты Таро Луны. Такой вот звук был, извините. Это карты Луны. И я хочу посмотреть для вас расклад, не длинный, такой экспресс, на тему новолуния. Что хочет вам рассказать новолуние? Почему на картах нужно смотреть, что хочет рассказать новолуние больше, чем полнолуние? Но полнолуние часто показывает, что нужно завершить. А новолуние, что нужно начинать? Ну, поскольку новолуние – это когда ничего не видно, Луны вообще не видно в новолуние. Когда мы видим тоненькую Луну, это уже растущая Луна. Поэтому только через карты мы можем связаться с Луной, поскольку Солнце не дает нам связаться с Луной. Луна сама света не имеет, она освещена Солнцем. Когда Солнце падает на Луну, ее видно. Если Солнце на нее падает, ее не видно. Когда новолуние, Луны вообще не видно. Поэтому, если мы не можем спросить у посредников, ну это как язык метафоры, это как язык мироздания, мы иначе не можем понять Луну, новолуние не можем понять. Сейчас я попрошу Луну, если вы не против, чтобы она связала напрямую вас с вашими предками. Это, кстати, очень органично. Было бы неорганично спрашивать, чтобы чужие какие-то предки вошли. Это нарушение правил. Поэтому я не говорю, никогда не заказывайте у колдунов ничего. А я сейчас просто защищу это видео от колдунов. Потому что на Луну некоторые делают грязные дела. Знаете, можно делать и хорошие, и грязные. А заговор простой, вы можете его себе тоже использовать. Вы знаете, наверное, я его часто применяю. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. По Луне нужно два сказать, 2 раза. Вот, и я смотрю, сейчас Луна входит сейчас, вернее, не Луна, а ваши предки через Луну всегда, через энергию Луны. Планета – это энергии, это энергии. Это наши энергии в нашей Солнечной системе, которыми и мы с вами пользуемся, и все живое. Вот, и я сейчас попрошу, чтобы Луна связала вас напрямую с вашими предками. И сейчас вы почувствуете в своем пространстве материнских хранителей рода и отцовских. Часто бывает так, что материнские по левую руку, отцовские по правую, но это не у всех так. У всех по-разному бывает. В любом случае, материнские и отцовские в вашем пространстве. А поскольку я делаю 2 расклада, так у меня первый будет материнские предки, а второй будет отцовские предки. Договорились? Поэтому. Итак, поэтому не сомневайтесь, ваша материнская суть вам сейчас даст послание. Вы его поймете в любом случае, не так, как ваш сосед, который, может, тоже смотрит, но у себя в пространстве. Ну вот, я готова, карта готова. Я буду брать по 2 карты, потому что Луна имеет цифру 2. Цифра 2 – это цифра Луны. Карта справедливость. Justice. Справедливость. Кстати, нельзя ее назвать правосудие, потому что justice – это именно справедливость. Еще одна карта. Это 6 меча. Ну, в общем, 6 меча тоже хорошая карта. Хотя мечи всегда показывают проблемы, но 6 меча – это из мечей самое лучшее, можно сказать, да? И justice – справедливость. Ну, во-первых, старший аркан уже хорошо. Ваша родовая мать, куратор рода, через Луну вам хочет сказать такое послание. Но сейчас все идет к тому, что то, что вы делали, даст плоды, даст всходы. Может, вы думали, нет справедливости, справедливость никак не может вас торжествовать. Например, я примеры привожу, может, ваша ситуация будет совсем другая. Например, на работе вами пользовались и несправедливо распределяли зарплату, вы делали работу за других людей, им тоже платили. Справедливость восторжествует, все поймут, кто сделал работу. Или, например, в быту вас использовали домашние, вы делали всю бытовую работу за своих домашних. Это дети, родители, супруги,
партнеры и так далее. А по карте справедливость было бы хорошо, если бы вы увидели себя, вот такую фигуру, да. Потому что иногда так бывает, что мы в себе не уверены, поэтому делаем за других или хотим показать любовь, как бы недолюбили детей и вот хотим догнать, не догонишь. Или же боимся, что партнер там чем-то лучше нас уйдет, поэтому стараемся. Не нужно. Будьте справедливы. Не давайте себя использовать и не используйте других. Но это карта кармы, да, что посеял, то пожнешь. То есть здесь весы, символ справедливости. Взвешивать нужно все. Мы забываем об этом, людям тяжело. Даже, смотрите, питание. Кстати, Луна отвечает за питание организма. Поэтому и за домашний очаг, да. Поэтому так бывает часто, что мы хотим быть стройными, но у нас эмоциональная еда. Мы едим, когда мы не голодны, просто эмоционально или нечего, как считаем, что нечего делать, или эмоционально чувствуем себя подавленно, это нам помогает немножко. Вот такая зависимость, да, еда как тяжелая зависимость. Ну, нельзя думать, что буду себя вести так, как раньше, но будет лучше. Если будем себя вести так, как раньше, будет тот же результат. Например, перерабатываетесь, плохо спите. Или же переедаете на ночь, плохо спите. Или переедаете, и фигура не меняется в лучшую сторону, а то еще и в худшую. То есть все идет, на Земле не бывает других законов. Это законы справедливости. Что ты посеял, то и пожнешь. Что касается вас. Это по материнской линии, может быть, предрасположены к полноте. Или же у вас такой характер жертвенный, да. То есть смотрите, что, конечно, будут пользоваться, люди есть люди, если вы им дадите собой пользоваться. И здесь меч в одной руке. Конечно, меч – это очень неактуально. Теперь никто кого не должен пугать, устрашать. Теперь время взаимодействия. Теперь у нас уже неокортекс развит, мы уже можем договориться. Мы уже не должны пугать других людей. То есть здесь меч, скорее всего, как не «смотри, от меча погибнешь». Это все старое, это все нам не нужно, все история. История брутальная, ужасная, везде она была, да, и много несправедливости, дикая дискриминация, дикая. Я не отвлекаюсь. Я сейчас читаю Фицджеральда, этот Great Gatsby, знаете такую книгу, да, вы знаете, вот такая маленькая книжечка. Там столько грязи насчет того, что притеснение одного сорта людей и унижение другого, что даже не смешно, во всем старом это есть. Не смотрим в историю. История, мы можем лучше, чем раньше. А здесь меч, я не отвлекалась, я по делу сказала. Не имейте предрассудков по отношению к людям. Если хотите свободы, дайте тоже людям быть свободны. Разрешите себе свободу и разрешите другим быть свободным. Мы не можем себе разрешить свободу, а у других ее отобрать. Но здесь меч, скорее всего, да, можно сказать, справедливый меч. Карты-то были сделаны в 1910 году, правильно? И за эти 100 лет все поменялось на Земле, все поменялось. 20 век очень многому научил, но, к сожалению, люди мало учатся, да, жалко. Вот, и здесь, конечно, намек на легенды греческие и так далее. Да, и, в общем, на демократию, конечно, намек, да. Ко всем одинаково справедливо нужно быть. Нет больших и меньших людей, нет такого. Нет понятия слуги народа, нет такого понятия абсолютно и так далее. Нет дискриминации. Но здесь меч, это может быть, вы держите меч. Что это для вас этот меч? Воинственность чего? Мать – это ваша родовая мать. Она говорит, смотри, ну вот the point, зачем воевать? Тогда ты идешь к новым берегам, и все равно вот эти проблемы, эти обиды, оскорбления берешь с собой. У тебя уже здесь целых 6. Здесь вот самое главное, здесь целых 6. Ну, иногда меч говорит, что справедливое решение. То есть с двух сторон. Меч здесь как символ с двух сторон. Послушай эту сторону и послушай другую сторону. И эта сторона может быть острая, и другая. И здесь меч еще, если языческий меч, то это означает, что твоя правда с одной стороны лезвия, с другой стороны лезвия – это правда другого человека. И то, что для другого человека правда, для тебя может быть неправда, потому что
У нас у всех есть свое мировидение, и вот the point, доказывать не докажешь. Ну как можно доказать другому, что ты прав, а он дурак? Нельзя же, правда? То есть тогда не будет никакого взаимодействия, тогда не будет интересно, тогда не будет взаимообмена, тогда не будет хорошее здоровье, потому что нервы, конечно, будут, да. То есть это немножко напряжение, нервность. Родовая мать видит, что вам тяжело, вы напрягаетесь, может, на работе или дома, напряжены вы взвешиваете каждое слово, может быть, а может и нет. Может, кто-то не взвешивает каждое слово. Хотели уйти от обид. Эта карта немножко иллюзии. Эта карта говорит, что вы вроде уходите от обид, но обиды-то идут за вами, потому что вы их не отпустили, вы все прорабатываете. Понимаете, ничего не нужно прорабатывать. Если вам говорят, что нужно прорабатывать, еще и заплати за какой-то семинар прорабатывать, все мошенники. Ничего не нужно прорабатывать. Все очень просто. Будь свободен, дай другим свободу, все будет нормально. Что касается детей или так далее. Ну, естественно, не понимайте мои слова превратные. Например, если он партнер, если вы друг другу пообещали, что вы будете с друг другом. Какая здесь свобода в том, что вы можете жить, развиваться. Но что касается пообещали своему партнеру, и он вам, это другое. Здесь не идет речь об этой свободе. Здесь можно уйти от партнера, но тогда скажите ему прямо, или он хочет уйти прямо без обмана, потому что обещание было взаимодействие, справедливое взаимодействие между вами, например, в партнерстве на работе. И это иллюзия, вы вроде уплываете, но вы плывете к чему-то, что из воды, горы сделаны из воды, понимаете, горы из воды, то есть у вас есть желание уйти, у вас есть желание избавиться от чего-то, но у вас есть этот предрассудок, что что-то нужно прорабатывать, что-то у вас не так, что-то в нем не так. Не в этом дело. Все дело в том, что здесь о честных отношениях идет речь. Честно нужно сказать друг другу. Нельзя вести двойную игру, ведь это меч с двух сторон. Кто-то ведет с вами двойную игру. Я увлекаюсь, одну карту могу целый день читать. Но это, конечно, говорит о моем профессионализме. Но люди любят, когда им 100 карт покажешь. Так что, наверное, увлекаться мне больше не нужно. Здесь и так все понятно, да? То есть, да, вы уйдете от проблем, но будьте справедливы к себе, к жизни. И здесь больше критического мышления, меньше иллюзий. Не включайте вот эту иллюзию избегания. Вот эта шестерка меча говорит, что родовая мать переживает, что вы часто бываете в режиме избегания или на работе, или дома, или режим избегания по поводу вашего самочувствия, здоровья, профессиональной деятельности, по поводу вашей гражданской позиции, по поводу, у нас у всех она должна быть, потому что мы все не любим эту политику. Ну, политика, на самом деле, если она экономическое взаимодействие, она правильная, но политики нас все равно не оставят в покое, потому что мы все платим налоги, да, и смотря где как, но налоги очень-очень большие. Так что нам нужно с этим тоже что-то делать, нам нужно быть осознанными. Ну, пример пока тасую приведу. В Канаде есть закон, что если у вас собака, и вы держите на лиш, есть определенные загоны, где можете собаку пустить. Ну, идешь в лес, и все собаки без лиш, то есть без поводка, да. А я слышала, что, например, в таких странах, как Финляндия, ну, тоже будут всякие люди, но меньше, потому что люди более осознанные. Они не то, что нас стучат, но они сразу фотографию и в сети-холл, что этот человек не имел собаку на лиш. А в Канаде не такие люди. Это будут терпеть. Вот так что вот это слабая гражданская позиция. Я пример привела. Только для примера. Это родовая мать, и все, что я говорю, любой пример, который я привожу, это все имеет место быть в потоке. Родовой отец, 2 карты беру. Но это карта влюбленная. Это очень хорошая карта. Посмотрите, как вас поддерживает род. Еще одну карту беру. Это 5 чаш. Интересно, что здесь 6 была меча. Мать говорит, осторожно. Ну, я уже сказала, как, да, что. Вот. И 5 тоже номерная карта. И родовой отец, ну, я потом на пасашок, потому что это очень хорошая карта, влюбленная. Родовой отец говорит 5. 5 пентаграмма.
это то, что вы что-то можете сделать, что вы пока еще не сделали, или для себя, или для родни, или для профессии, или для чего-то. Вы еще пока и не купили то, что хотели. В общем, вы недовольны жизнью, у вас нет удовлетворения. И по 5 чаш вы очень переживаете о том, что не вышло. Может, у кого-то отношения развалились, у кого-то профессию вы выбрали не то, что нужно, и недовольны жизнью. Вот недовольны жизнью, и все. На этой карте нумерология – это 3+2. У нас так, вы сожалеете о каких-то 3 единицах чего-то, и вы знаете сами, чего это касается, каких сфер жизни. И вам Вселенная говорит, там есть 2 единицы right now, просто сейчас, которые нужно делать. Это не то, что там вот нашел, как Золушка, и все хорошо. Нужно делать, да, нужно делать. И будешь любить. Чаша – это любовь, эмоции. Вот. Но вы не хотите туда смотреть, потому что легче, ну как бы легче, не легче, это очень вредно для здоровья, ну это как бы по накатанной себя жалеть. Сейчас и так бывает, может, вы не знаете этого, или же вы со мной не согласны, но вы сейчас о себя жалеете. Говорите так, я неудачница, и здесь не повезло, да и вообще выгляжу хуже, чем вот та соседка и так далее, да. И переживаете по какому-то поводу. То есть 3 чаши, 3 какие-то сферы жизни, где вы собой вообще недовольны. И в тот же момент Вселенная говорит, послушай, отпусти это все. Ну, не работает вот эта система. Например, система питания такая не работает, система общения с ним не работает. Вы уже ему миллион раз это говорили, он все равно не делает этого. Или не любите в эту работу, или не можете вы накопить деньги на это или на другое. Но вы понимаете, 3 какие-то чаши полны желчи, полны крови, полны обиды, полны унижений. Вы испытали унижение. Что такое унижение? Ну, это самое страшное. Это самое страшное. Когда нас кто-то унизил, у нас вот такой маленький какой-то ребенок внутри, униженный, его очень трудно вылечить. Ничего не нужно прорабатывать, я вам сразу скажу. Жизнь проще, чем вы думаете. Чем мы больше комплексуем, тем хуже. Поэтому я обожаю карты. Здесь не аналитика на картах, а я просто вижу и говорю. Кстати, я всегда говорю только то, что я вижу в картах. Не больше и не меньше. Все очень просто. Вам Вселенная говорит, 2 сейчас даю возможности. Почему ты их не видишь? Вам нужно посмотреть вокруг. Какие 2 возможности? Может, где-то какая-то подработка есть, и там вы сможете проявить тот талант, который у вас есть, или тот диплом, который есть. Может, есть 2 человека, которые будут вас любить, которые с удовольствием с вами пойдут на свидание, которые с удовольствием с вами время проведут. Я с удовольствием с вами время проведу обязательно. Почему вы этого не видите? Родовой отец говорит, что 5 – это любой нечетный номер, он решает дела. Четные номера застойные, считаются плохие, а нечетные двигают вперед. Когда мы движемся вперед? Когда нам некомфортно, когда мы хотим что-то сделать, когда страх меньше, чем желание сбросить себя это, когда нам надоело, вы сказали, так, все, хватит, больше не хочу. Вот это не работает. Вселенная сразу вам дает 2 вещи, которые работают. И здесь родовой отец вам поможет увидеть их через новолуние. Ну, а карта влюбленный – это новый цикл в жизни. Вы, наверное, знаете. Ангел любви вот. Это когда, я уже говорила не раз, что Библию, астрологию, второй мы используем как пример. Это как когда Христос сказал в своей последней вечере, когда 1 или 2, когда 2 или 3 из вас говорите обо мне, я сразу посреди вас. И он говорил обо всем, не только о себе, нужно это понимать шире, да? Он говорил обо всем. То есть, когда мы с вами, с кем-то, кого мы любим, с кем понимаем друг друга, сразу ангел любви возникает посреди нас, который хочет нас примирить, который хочет дать нам жизнь, который хочет дать нам эти деньги, хочет нам дать этот новый уровень отношений, новый уровень любви, новый уровень профессии, новый уровень жизни. Вот так говорит Отец. Так что у вас будет новый уровень, начинается новый цикл жизни. Новый цикл. Новолуние дает всегда новый цикл.
И к этому вам нужно прислушаться, увидеть этот новый цикл. И это может касаться именно той сферы, как работают общие расклады. Вы подкладываете свою ситуацию. Я говорю, новый уровень жизни. А вы мне пишете, продам ли я дом? Ну, новый уровень жизни, конечно. Но нужна новый уровень цены, новый уровень уборки в доме, да, новый уровень, может, что-то отремонтировать. Или встреча и любовь. Да, нужен, может быть, новый уровень отношения к себе. Потому что там одиночество, если с собой, так будет мужчина самый лучший, но одиночество останется, оно не уйдет никуда, если одиночество с собой и так далее. Если грусть, печаль в профессии, можно перейти на другую работу, но если работа специальность не по душе, так будет тяжело, нужно, может быть, что-то смодулировать, что-то найти такое, что было бы хоть что-то по душе. Вообще в любой работе не может быть все хорошо. Что-то нравится, а что-то и тяжело делать, как в любой работе. Не бывает работы, знаете, другой. Вот. Вот так сказали карты. И, на мой взгляд, они очень грамотно сказали. Любое новолуние развязывает кармические узлы. Любое новолуние. Потому что это новое начало. Нам не нужно ничего прорабатывать. Нам с хорошими поступками зарабатывают дорогу в ад. Потому что любой хороший поступок, сделан насильственно, он теряет функцию, он перестает быть хорошим. Энергия хорошего поступка полностью уходит. Ну, как эзотерик вам говорю, не перекручивайте мои слова, потому что я говорю с точки зрения только эзотерики и астрологии. Вот. С каждым новолунием у нас есть возможность сбросить кармические узлы. Просто сказать, я свободна от кармических узлов, и все. С любым новолунием можно это сделать. Ничего не нужно прорабатывать, это полный абсурд. Знаете, вот как 10 заповедей. Ну, я же не говорю, что 10 заповедей плохо, правда? Нет, конечно, нет. Но это нормальная жизнь. Но дело все в том, что пунктик в чем? Если человек здоров ментально, психически здоров, он не убьет и не украдет. А если человек ментально больной, так ему эти законы не нужны. То есть это как бы это унижающие законы. Понимаете, что пришел с горы, и вот написано на камне: не убей, не укради, не пожелай жену другого. Нормальный человек не будет этого делать, а ненормальный в любом случае будет это делать. То есть это оскорбление нормальных людей. И вместо того, чтобы... Сейчас уже в 21 веке мы понимаем, что людей с ненормальной психикой, их нужно лечить, а не уличать их в том, что у них мозг неправильно работает. То есть это понятно, да? Насильно не будешь добрым. Добрый, любой нормальный человек добрый сам по себе. Ну вот так, мои дорогие, смотрите, это был эфир, и вы здесь много пишете интересные вопросы, но я всегда говорю на видео, в разные видео. Пожалуйста, смотрите, зайдите на канал. Там есть для всех знаков зодиака, на разные темы. Я говорю о том, что если даже выпивает человек, что с этим делать, как гомеопат, и если, например, неверный партнер или обижает, что с этим делать, поймите, есть много вариантов. Сколько людей, столько и вариантов. Да. Мы иногда видим женщин, которые отрезали такие отношения, и она говорит, я как родилась, как наново родилась. Но не думайте, что вы ее опыт можете повторить. У вас своя ситуация. Потому что эта женщина, наверное, действительно, она сама с собой не была одинока. В этом случае партнер действительно был ей совсем не подходил, но она могла самостоятельно быть с собой не одинокой и экономически тоже могла состояться или уже состоялась. Но если вы отрежете это все дело, а у вас на 50 на 50, или же, например, такая ситуация, вы отрежете, а вы и с ним или без него будете чувствовать себя одинокой, потому что или экономически вы пока еще не на своих ногах. Это все очень сложно, очень все сложно. Но надеяться, что человек, который серьезно выпивает, перестанет это делать, не нужно, потому что таких вещей не бывает.
Вот возьмите вы огурец, поместите его в соленую воду, он станет малосольным огурцом, да. То есть среда, такой человек, среда его предки, такой человек. И среду нужно менять, если хотите, чтобы был свежий огурец. Ну, примерно так. Иногда мы не можем забыть человека, потому что нам кажется, что это единственный для нас вариант, или это был самый лучший вариант. Или когда мы вложились в него перед тем, как поняли, что мы разные люди. Человек, кажется, предал через 10 лет, но он такой был с самого начала, вы просто не узрели, не заметили, не обратили внимания на что-то. Разные ситуации были. И если до сих пор есть боль или любовь к человеку, который уже давно где-то ушел, то есть, ну, это, конечно, болезненно, это означает, что вы вложились в человека, который не мог поступить по-другому, не потому что вы плохая или хорошая, но он вот такой. Он такой или не соответствовал вам, вы не соответствовали друг другу и так далее. Но вам-то нужно взять себя в руки и дальше жить, правда? Окей. Я уже все это объяснила. Суды с родственниками – это самое тяжелое, самое проигрышное дело, да, потому что там связано все с детскими эмоциями тоже. Это лучше не делать этого. Лучше пытаться сделать settlement, как-то договориться. Это очень неприятно. И вообще, у меня есть знакомый адвокат, который мне сказал, судиться ни с кем никогда нельзя. В любом случае проиграете. Ну, в каком смысле проиграете? Может, вы и выиграете денежно, но нервы кто восстановит, правда? Нервы-то не восстанавливаются. А человек предал, просит его простить, предал, просит простить. Ценить себя нужно вам, да? Я люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Приходите еще, делитесь моими видео с своими друзьями, потому что это приятное времяпровождение. Вы не думаете, что вот так вот ответы приходят. То, что вы в моем присутствии, в присутствии друга поразмышляли на эту тему и посмотрели варианты будущего, это очень дорогого стоит. Это уже вас продвигает вперед. Решение придет по любому вашему вопросу. А то, что придет решение, вам гарантируется, конечно, потому что вы уже начинаете об этом думать, вы видите варианты судьбы. И еще раз хочу напомнить, что я всегда говорю только то, как мне открываются карты. Понимаете, если карты кому-то открываются по-другому, это уже не мой грех, так сказать, да. Я не делаю базарных гаданий, так что уж простите, кто хотел услышать что-то, как мне карты не открываются. Я только говорю то, что мне открыто, когда я беру карту. Что это нужно понимать тоже, да. Люблю вас, обожаю и прошу Всевышнего, чтобы у вас было все хорошо. Счастливого вам новолуния и будем видеться. Пока-пока, мои дорогие.